Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу, как вычислить сидевшего человека. Это может вам пригодиться в каких-то конфликтных ситуациях, рамсах, чтобы вы понимали, кто перед вами стоит и как себя с ним вести. Если кто не в курсе, я сам отбывал, 12 лет провел в местах лишения свободы, не одним разом, а 4 сроками. Сидеть начал рано, с 16 лет. Обо всем этом есть на моем канале биография, аудиокнига. Смотрите, переходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы ничего не пропускать. А мы начинаем. Ну, наверное, самое явное — это наколки. Наколки, которые колят в тюрьме, они отличаются, ну, не кардинально, но видно, от татуировок вольных. Это, кстати, большая разница. Татуировки и наколки. Татуировки делаются для красоты, профессиональными мастерами, профессиональным оборудованием. Наколки делают хуй пойми чем, хуй в пойми каких условиях. И они имеют такой синий-зеленый оттенок. Знаете почему? Потому как вот колят вот это вот все говнище, да, от которого я сейчас избавляюсь потихонечку, не краской, а вот так называемой жженкой. Что это такое? Берут, отрывают каблук от зоновского сапога, поджигают его, копоть эту собирают на тарелке железной, потом счищают, разбодяживают там с водой, с мылом. Короче, по сути, колят резиной. Вот резиной, блядь. И, соответственный цвет, ну и, думаю, сам рисунок. Понятно, что вот эти вот пауки, там, паутина, да, там вот, ну, там, решетка, там, не знаю, вот, 1 в 4 стенах, вот это вот 5 точек, да, там, север, там. Это сразу видно, да, что эти наколки были сделаны, допустим. Ну, если присматриваться, так-то сейчас все ходят синие. Вот. Но если, допустим, ну, так вот издалека вроде рукав и рукав, а вот вблизи как бы видно. И еще, блядь, перстаки, это вообще палево. Раньше кололи, блядь, очень много перстаки. По этим моментам вот можно было вычесть. Вообще наколки второй паспорт. Для чего они колятся? Раньше их кололи для того, чтобы понимать, что за человек перед вами стоит. Как бы каждая наколка что-то означала, и просто так ее не набивали. Вот. Сейчас, в принципе, это не обязательно. Не то, что не обязательно. Ты можешь ничего и не колоть, во-первых. Во-вторых, ты можешь наколоть все, что угодно, находясь там. Потому как спроса за наколки нет, только за очень серьезные. И, то есть наколки те, которые могут носить только люди, стоящие на самой верхушке вот, криминального мира, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот если ты набьешь себе такую наколку, то за нее, конечно, спросят. Итак, ну, с этим вот разобрались, да, наколки туда-сюда. Раньше еще было, второй момент, раньше еще было модно вставлять себе зубы, зэки вставляли. Вот. Не золотые, а как они? Типа такой материал, рандоль, он называется, рандолевые. Кстати, если вы знаете какие-то еще там особые приметы зэков, напишите в комментариях, я, кстати, читаю, лайкаю. В общем, эти рандолевые зубы, это такой материал, ну, типа латуни, вот. Медь там или хуй знает, что это такое, желтый металл. Причем зэки ставили себе сами, там, друг другу, никаких там стоматологов, наверное, раньше не было, с медициной было хуево, сейчас, в принципе, не очень хорошо. Вот. И, да, это была и есть отличительная черта, сейчас вообще, я давно не видел уже никого таких вот зубов. А раньше ставили и даже на здоровые зубы ставили вот в угол рта, вот сюда, фиксу. Вот. Это было вот именно как бы дань такая даже, вот, отдать дань старым арестантам, которые поймут, да. То есть, когда-то там в послевоенные годы, когда были вот эти вот блатные, которые ходили там, сапоги гармошкой, вот эта вот восьмиклинка, которых мы видим там в фильме там «Ликвидация», либо еще где-то. Вот. И они ставили себе вот фиксу. Вот. Блатные в то время вот ставили себе фиксу. И я как бы застал еще даже немного в начале нулевых, когда отбывал, что молодые пацаны ставили себе фиксы. Блин, пока не забыл, кстати, вот мой тикток. Я ебал тебя весной, журавли летели. Ты как пернула мне в хуй, сапоги слетели. Подписывайтесь, ребят, ссылочка в описании, мы продолжаем. В общем, наколки, либо такие тематические, либо на пальцах, короче, зубы, что еще? Всякие аксессуары, четкие,
Не знаю, что еще. Вот, в принципе, и все, да? Нихуя ты Америку открыл. Если чел с наколками на пальцах, блядь, с золотыми зубами и с четками, он сидевший, ёпты. Но не всегда так. Нихуя, ребята. Иногда вы хрен угадаете даже. Вот, ну, по мне, лично, если я буду разговаривать культурно и без мата, то по мне люди, которые меня не знают, первый раз видят, никогда не скажут. Никогда не скажут, что я сидел. Вежливость – лучшее оружие вора, как говорил Леонов в фильме «Джентльмен на удаче». Итак, что еще? По разговору. Вот по разговору лично я замечаю какие-то моменты, если у людей жаргонные слова проскакивают в разговоре, да, их как бы можно услышать, можно обратить внимание на них. Ну, вот сам я лично, я вычислю человека, что он сидел очень быстро. Ну, буквально там в первые там, 5-10, там, ну, 20 минут общения я пойму. По манере, там, как он себя ведет, то есть в основном люди, те, кто отбывали, не скупые на мимику лица, то есть как-то любят там, как сказать так, блядь. Понимаете, те, кто сидят в тюрьме, очень много разговаривают. Вот. И вообще, как бы, ты там, блядь, даже не знаю, как это, волей и неволей, вот впитываешь в себя то, чтобы эмоционально и красиво рассказывать. Вот серьезно, то есть ты общаешься там, да, вот все вот так вот там базарят, скажем, да, то есть любую историю рассказывается эта история так. И мы заходим, короче, блядь, там вообще, блядь, там движухи туда-сюда пошли. Вот так там все рассказывается, блядь. Ну, какая-то история. На эмоциях. Но, естественно, потом, когда ты возвращаешься в социум, то есть ты перестаешь руками махать, там, блядь, еще что-то. Но мимика-то остается. То есть, если ты что-то рассказываешь, в основном там хи-хи, ха-ха, там что-то. В общем, по мимике лица можно определить, если у него не покер-фейс, там каменное лицо, да, а он что-то там с улыбкой, бровями шевелит, там что-то моргнет. В общем, по вот этому моменту, но это такой момент, это, блядь, это надо знать, понимаете, вот как бы это надо знать, это вот я там, так сказать, блядь, бывалый, да, а простые-то люди как бы не особо замечают и обращают на это внимание. Но думаю, сейчас после того, как я вам рассказал, вы, допустим, в роликах со мной или с моим там товарищем Станиславом Андреевичем будете эти моменты замечать. И сейчас вы себя поймали на мысли, что, блядь, вот на самом деле-то так и есть, да? Что вот она, вот мимика там вся, вот она, в принципе, харизма вся, вот, которой вы мне говорите, что ты там харизматичный. Я не знаю, правда, блядь, даже что это слово значит на самом деле. Ну, я понимаю, как бы, но я не знаю его формулировку, не могу объяснить. Вот. По мимике лица, там, каким-то движением, там, в общем, думаю, хуй с ним, понятно, да, пункт понятен. Что еще? Походка от бедра, ёпта, да, идет, не идет, а пишет. Одной ногой пишет, второй зачеркивает, нахуй. Походка. Руки в брюки, хуй в карман, короче. Вот так вот ходят бывшие арестанты. Нет, ну, руки, там, не знаю, блядь, руки в карманы. И вот такой походкой, плечи ходят, блядь, плечи, такой, грудь вперед. Ну, те, кто нормально сидели, естественно, те, кто какие-то там всю жизнь, там все срока были, хуй пойми, где там под кроватью или еще где-то в каких-то углах, они там ходят, там, горбатые, как, не знаю, квазимоды, блядь. Так, бля, еще один момент есть, но я его расскажу в конце, ребят, чтобы вы досмотрели. Так, походка. По повадкам вроде фраер, но не фраер, это точно. Помните, да? Этот фильм старый, незабвенный, блядь. Место встречи изменить нельзя. Там вот как раз кирпич, когда они говорили про Фокса. Типа, говорит, по повадкам вроде фраер, но не фраер, это точно. Вот они, повадки. Вот это, в принципе, все можно назвать одним словом. Повадки такие. Так. Что еще? Что еще, в принципе? Слова какие-то, которые часто употребляют. Да хрен знает, можно от них избавиться, например. Я вот, например, избавился. Вот, то есть со временем-то все тяжелее и тяжелее. Чем человек дольше на свободе, тем тяжелее его как бы вычислить. Вот. Но
как еще раз я повторюсь, как я сказал, что, ну, я как бы, ну, блядь, рыбак рыбака, мы друг друга увидим, так сказать. Что еще, в принципе, какие моменты? Так. Ну ладно, хуй с ним. Не будем тянуть до конца ролика. Я просто что-то забыл. Взгляд. Вот взгляд, это очень важно, ребят. Очень многие говорят, что... Ну, я когда сижу там в прямом эфире или ролики записываю, мне говорят, что типа я убитый, да, там, под медленным, под хмурым. Зрачок в точку там. Но на самом деле, знаете, как бы, я вам объясню. Вот почему у зэков такой взгляд, как бы, ну, типа такой стеклянный, да? Вот, типа еще там говорят, вот там, волчий взгляд, там еще. В общем, смотрите, на самом деле все очень просто. В тюрьме очень мало света. Соответственно, там выгорает радужная оболочка глаз. Вот. И глаза становятся тусклее. Это первый момент. Второй момент. Там все близко. Ну вот в камере все близко. Ты не смотришь вдаль. И у тебя сфокусированное зрение постоянно. То есть, ну ты не смотришь там. Блять, ну вот комната, понимаете, вот все. Ты дальше никуда не смотришь. То есть, так сказать, зрение подсаживается. Вот зрачок подсаживается. В связи с этим, вот, выше упомянутым, взгляд вот такой становится, как бы, децл стеклянный, да, и глаза там такие больше в точку. Ну и что еще? Да что ж такое-то? Ну и что еще? Вообще принято всегда смотреть в глаза. Вот у тех, кто... Там, когда разговариваешь с кем-то, да, там, не отводить взгляд. Ну вот так вот, не отводить взгляд нельзя. И, соответственно, человек тебе всегда будет смотреть в глаза вот этим взглядом, блядь, да, вот тяжелым, как говорится. Вот это да, вот тоже момент такой. По поводу, блядь, ну, в принципе, все сказал уже. Хули еще, блядь, хули это говно тут развозить? Подводя итог. Наколки. Зубы. Кстати, сейчас редко увидишь, сейчас в основном эту хуйню не ставят в тюрьмах. Ну, если уж выпали зубы, там ходят просто без зубов. Какие-то, может быть, там четкие, еще что-то, аксессуары. Разговор, жаргон, употребление жаргонных слов. Там походка. Ну, по походке, это все вот эти последние два сейчас как бы не очень легко вычислить, да, но это как бы обратишь внимание, если ты отбывал. И взгляд. Вот взгляд — это важный момент. Реально, вот как бы я вам секрет раскрыл, ёпта, тайну, блядь. Так что ставьте лайки, ребят. Это по-прежнему бесплатно, хоть и весь ролик вы почти просмотрели. Вот, в принципе, все. Как себя вести с такими людьми? Вежливо, ребят. Как, в принципе, и со всеми остальными. Вежливость — лучшее оружие вора. Не устану это повторять. И вообще любого человека. Как себя вести в конфликтных ситуациях с сидевшими и не сидевшими людьми. Обо всем этом и о многом другом, о чем я не могу рассказать здесь на ютубе из-за цензора, вы можете узнать в моем закрытом телеграм-канале. А как получить доступ к этому контенту? Посмотрите в видео по ссылке и закрепленном комментарии. По ссылке в описании и закрепленном комментарии. Блять. Под конец все собрал. Итак, как себя вести с такими людьми? Всегда вежливо, ребят, ведите себя со всеми людьми, кто бы перед вами не стоял. Дабы избежать последствий нехороших для себя. Не надо принимать позицию жертвы, как я говорил в прошлом видео, что отвечать на вопрос «ты кто по жизни?». Но осекать надо. Грубо и вежливо. Всему этому я не прочь вас, в принципе, научить. Там вот в телеграм-канале, где я вам сказал сейчас. Все, устал, ребят. Давайте. Всем добра, до новых встреч.